Евгений Чичваркин родился 10 сентября 1974 года в Ленинграде. Российский предприниматель, сооснователь и бывший совладелец сети салонов сотовой связи «Евросеть». С конца 2008 года проживает в Лондоне, где с успехом ведет винный и ресторанный бизнес. Имеет сына и 2 дочерей. Евгений, добрый день. Добрый день. Ну вот говорят, язык доведет до Киева, да? Меня сегодня язык довел до Лондона. Ну это какая-то обратная, видимо. Да. Я здесь никогда не был. Фантастический магазин, фантастический. Номер 1 в Великобритании. Спасибо большое. Ну, смотря по каким характеристикам смотреть. Средняя цена или там продажи с метра или ассортимент, ну, скорее всего, да. Если говорить о продаже в год, пока еще нет, но мы над этим работаем. Я сразу увидел, предупреждаю, мы это делали не специально. Это виски, да? Да, Гордон Макфейл – это огромный владелец огромного количества вискокурин. Это такая серьезная компания. Класс. В юности вы научились пересчитывать большое количество кэша вручную. Ну, в молодости, скажем. Навык остался? Да, но сейчас деньги пластиковые. Я как-то... Навык какой-то остался, но с пластиковыми деньгами это другое ощущение. Как вы считали? Вы помните, так или вот так? Нет, только вот так. Только так? Из руки в руку. Быстро считали? Быстро. Много считать приходилось? Да. Сколько денег проходило через ваши руки? В те далекие, но очень хорошие годы. Наверное, мне было 26, и у нас какая-то была проблема с инкассацией на Новый год. Я 2 сумки по 60 килограмм привез домой. По 60? Да. И сами считали? С помощью еще пару человек. А запах денег вы помните? Ну, конечно. Запах рублей? Рублей, да. И от запаха долларов, от запаха евро и от запаха фунтов отличается? Как миллионер из трущоб, да, на ощупь, на вкус. Да, отличается. Единственное, что понятно, что кэша сейчас становится меньше. Плюс, опять-таки, пластик, наверное, он очень логичен. Потому что, ну, бумажки истрепываются, а этот пластик, он такой серьезный. Вот. Некая, конечно, потеря качества. Есть самое ужасное, что убрали Дарвина и Адама Смита, конечно, с фунтов. Вот это самое тревожное, что может случиться с британским обществом, это отсутствие этого напоминания каждый день, что мы, произошли из обезьяны, и свободный рынок приведет к процветанию. Вы верите в продолжение жизни бумажных денег или они умрут? Ну, в каком-то виде, наверное, останутся все равно. Все равно? Да. Может, и доля будет маленькая. Когда у вас уже на руках были огромные деньги, когда была Евросеть, вас прослушивали? С какого-то момента, да. Они начали прослушивать после теракта на Дубровке, потому что все террористы купили телефоны в Евросети. Ну, было дешево и удобно. И начали прослушивать вас? И начали, да, и начали прослушивать, им очень понравилось, они удивились, какие цифры и суммы проходят, и, видимо, решили... Может быть, это был формальный повод. Вы чувствовали, что вас прослушивают? Я не нанимал Bellingcat на тот момент, чтобы проверить. Ну, в какой-то момент, так как система абсолютно коррупционная, нам сказали, что нас прослушивают, и мы стали очень аккуратно разговаривать и в основном вести личные беседы, а не по телефону. Вот вы где-то сказали, что вы стали разговаривать на козьем языке. Да, на козьем. В чем заключался этот козий язык? Ну, выбирается какая-то тема, и общение ведется ассоциативное. Так как люди все друг друга знали друг друга повадки, обычаи и были филологически одаренными, могли объяснить на примерах погоды, команд, конкурентов или исторических персонажей ситуацию на сегодняшний день. Как основатель Евросети, скажите, все разговоры по мобильным телефонам до сих пор слушают?
Ну, если этот человек очень важен нашей стране, чтобы его ограбить или убить, то да. А так они, наверное, куда-то записываются, их можно поднять, эти все биллинги можно поднять, но ушей не хватит всех слушать. WhatsApp, Viber, мессенджеры слушают? Не знаю. У меня вчера сломали мессенджер, разослали всем какой-то спам. Но я не уверен, что его слушали до этого. Но вы чувствуете, как изменился мир в том плане, что у человека пропало ощущение личной жизни. Любому можно войти в его личную жизнь, слушать, смотреть за ним, и он это не будет понимать. С другой стороны, добавилась какая личная жизнь. У тебя есть ты в Твиттере, злобный, резкий, опасный. Есть ты в Фейсбуке, умный, такой про родину, про будущее, про детей. Есть в Инстаграме красивый, с путешествия, закаты, пальмы, телки, вот это все. Есть какие-нибудь тайные переписки в каком-нибудь снапчате с какими-нибудь, не знаю, воздыхателями или воздыхательницами. Есть еще там что-то еще. То есть она стала разнообразней, с одной стороны, с другой стороны появились какие-то угрозы. Я считаю, что все в балансе. Ну, то есть не все так плохо, правда? Вообще все хорошо. На допросы в России вы часто ходили? С 2005 по 2008, ну, не то чтобы как на работу, но если 2-3 месяца без допроса, я уже начинал скучать. Там все было по схеме добрый следователь, злой следователь? Или как? Или по-разному? По-разному, иногда просто злой. Как вы себя вели на допросах? Я уже, мне кажется, где-то говорил, у меня было включение дурака. Я по-моему, писал в Форбсе. Я иногда включал дурака. Я не собранный человек, и мне очень легко прыгать с темы на тему. Включали успешно? Ну, конечно, советская школа. В советской школе проще всего выжить, конечно, если ты кромешный идиот. Все для этого было и сделано. Следователи понимали, что вы не настолько какие-то, дурак, да. как показываете? Какие-то, да, поначалу нет. Думали шизик, да? Да, ну, может быть, и попытка отобрать компанию было, ну, как этот цветной, это цитата, как этот в клоунских штанах вообще может чем-то владеть. В клоунских штанах. Да, ну это дословно. Красиво. Да. Вы эмигрировали в Англию с одним пакетом. Ну, физически переместился, да, потом доехало все. Все остальное. Что в этом пакете было, вы помните? Коробка из-под телефона, зарядка. Не помню, что еще. Зачем вам была коробка из-под телефона? Я купил временный телефон в Евросети, чтобы по нему связаться с тренером из клуба, который сообщит моей жене, что я уехал. Жена не знала, не знал никто. У нее была эта опция Б, она знала, что есть такой вариант, что нужно будет быстро покинуть. Где вы находились, когда вам пришла мысль рвануть в Домодедово и улететь оттуда в Англию? Я говорил об этом много раз. Я был на встрече в компании Altima. Так. Это принадлежащая Альфа-группа, соответственно. Так как мы им продали Евросети, были какие-то еще... не бутерброд, который можно в секунду продать. Это... Продавали по частям? Нет, продавали, во-первых, по частям, во-вторых, это достаточно сложная сделка все-таки это большая компания, и очень много требовалось каких-то дополнительных вещей. Мы сопровождали ее по-честному, как только могли, чтобы новые владельцы ни в коем случае не почувствовали себя обманутыми нигде. Чтобы им было комфортно и легко управлять компанией дальше. Ну вот вы сидите на встрече, и почему вдруг пришла мысль или не вдруг? Опять-таки, я уже, наверное, говорил это много раз. Стали звонить следователи, чтобы вручить мне повестку на то время, когда они знали, что я буду... Когда они по тем же самым биллингам знали, что я буду отсутствовать. Когда я сказал, что мне не досуг... Не досуг.
Это была такая игра слов. Да. Вот. Они сказали, что мы уже вообще внизу стоим и вас ждем, чтобы вам ее вручить. Вот. И я чего-то... Мне пришло прекрасное английское слово enough. Так. И вы А я не поехал. прямо с этой встречи Да. вы сели в машину? В свою? Нет, не в свою, мне одолжили. Так, в одолженную. А моя машина так и осталась. Сели в одолженную машину. А приговор в руках судьи так недочитанным остался. Да. Рванули в Домодедово. Да. Снял батарейку с телефона, там взял новый телефон. Выкинули новый тот сим-карту. телефон, да? Нет, не выкинул. Зачем? Правильно. Евросеть. Включил его здесь, в Англии. Так. Сели в самолет, Да? и вдруг в самолет кто-то вошел. А, эту историю хотите? Да, это интересно. Я договорился с девушкой, что так как я жду подругу и жду ее до конца, можно ли вот просто она уже, когда даже рейс закроет, просигнализирует мне, когда будет самый последний момент. С девушкой, которая на регистрации. Да, но я же обаятельный. Да. Вот. И она сказала, что вот в тот момент, когда уже все надо будет бежать, чтобы она мне сказала, что чтобы я прошел все после закрытия рейса. И так оно и произошло. И я вбежал практически последний, долгое время не закрывался этот люк. Вот. И гудел, потом люк закрылся, я выдохнул. Потом опять люк открылся, и вы пилот поняли, сказал, что приехали. что мы просим прощения за задержку. У одного из наших пассажиров возникли проблемы на паспортном контроле. И как это в том анекдоте про... Про обосрался? Нет. Про жителя России, который оказался в Западной Украине. Ты, москалик, уже приехав. Показалось, что уже, да? Да, что показалось, приехав. Потом вбежал человек с цветным рюкзаком, извинился, сел на свое место, мы поехали. Ощущения свои в этот момент вы не хотели бы никогда больше пережить? Нет, я вообще гедонист. Я не считаю, что нужно происходить через кровь, смерть, говно и страдания. Я, честно, не считаю, что через это нужно проходить. К российской тюрьме морально вы были готовы? Да, я был готов с коррумпированными сотрудниками СИЗО уже была преддоговоренность о теплой чистой камере одиночки. И вы понимали, что можете засесть даже надолго? Да. И как вам казалась ваша будущая возможная жизнь? Какой? Ну нет, если бы была бы задача как-то мучить и пытать, они бы мучили и пытали. Если бы не было задачи, как по многим политическим делам, чтобы человека не трогать и не мучить, то выжил бы. Михаил Борисович выжил, и я бы выжил. Михаил Борисович 10 лет отсидел? Да. Вы представляете, через что он прошел вообще? Да, я с ним разговаривал. Кроме нескольких... Все было сурово, неприятно, но ровно, кроме нескольких моментов, когда власти пытались устраивать всевозможные провокации. И в какой-то момент один или два момента были реальной угрозой жизни, об этом он говорил. Нет, у меня перспектива... Сложно оценить вероятность, когда ты там. Когда ты вот отсюда говоришь, какая была вероятность. Я сейчас понимаю, вероятность, наверное, была не очень большая. Посадки на долгий срок. А отсидеть 2,5 года вместе с остальными пацанами, вероятность была большая. С пацанами все-таки ты сидишь в Москве, в СИЗО. Если ты как-то политически шумишь, наверное, тебя не будут пытать. Если тебя не будут пытать, значит, ты выживешь. С конца 2008 года вы живете в Великобритании. Да. Как вам здесь живется? Очень хорошо.
Нет, как нужно сказать? Жалею, страшно. Глаза потеплели, значит, хорошо. Грех жаловаться. Давайте говорить на чистоту, грех жаловаться. Хорошая страна? Очень. Чем она вам нравится? Можно жить, работать и зарабатывать, адаптировавшись ровно столько, сколько тебе нужно. Центр Лондона — это такая концентрация денег, что нужно быть либо очень ленивым, либо очень глупым, либо и то, чтобы не вписаться и не обеспечить хотя бы нормальную жизнь себе. Вот. Это реально большие... то есть деревня Мэйфэр — это деревня возможностей. 800 на 800 метров возможностей. Вы можете себе сегодня сказать, что Великобритания — это ваша страна? Ни в коем случае. Моя страна — это просторы, снег, мрак, заунывные песни, суициды, беспросветность и прочее. Вьюгу я вывез с собой. У вас короткий солнечный день и так далее. Редкие просветления. Морожка на болотах. Морожка на болотах, да. У вас винный ресторанный бизнес. Вот этот чудесный магазин винный, потрясающий. Я вам Спасибо большое. Что реально потрясающий. И ресторан Хайд, да? Да. Я в нем был в свое время, но он лучший в Лондоне, вот скажите честно. Нет. Давайте так. С точки зрения сервиса, да. Лучший или один из лучших. Да. С точки зрения винной карты, 100%, наверное, лучший в мире, хотя в мире есть ресторан с большей винной картой, там 16 тысяч. Лучший в мире. А с точки зрения еды это абсолютно индивидуально. Мишлен нашу еду оценил в 1 звезду. Понятно, что есть 3 звезды, понятно, что есть есть сумасшедшие совершенно японцы, которые готовят из таких ингредиентов, из которых мы пока не можем себе позволить столько такие ценник просто не можем себе позволить. Какой средний ценник у вас в ресторане? Давайте я вам скажу доковидность. Угу. Ужин наверху доковидный был 300 на человека. И не очень много, с одной стороны, да? Много, очень много. Это же Англия, это не Франция. Относительно центра Лондона, относительно ресторана. Знаете, это не центр Парижа. Здесь нет изначально такого культа еды. Здесь люди не готовы столько платить. В целом за еду британцы не готовы платить много. В целом прижимисто. Это для Франции абсолютно нормально, если ты сделал супер голубя. Для Италии 170 или 180 евро, если у тебя 3 звезды уже давно висят на входе. Здесь все-таки чуть-чуть по-другому. Вот. С точки зрения прибыльности, это далеко не лучший бизнес рестораны, далеко не лучший. Где-то в среднем мутном потоке. Опять-таки, этот месяц был бы жирнейший плюс, если бы нас вчера не закрыли. Он был бы просто жирнейший, потому что... А что такое жирнейший плюс? Для ресторана можно говорить? Несколько сотен тысяч чистыми после всего. Фунтов? Естественно. В месяц? Да. Прилично. Вот. Приятно встретиться и поговорить с богатым человеком. Потенциально. Вот. По каким еще характеристикам? По эстетике и красоте точно лучший. По, наверное, людям, наши гости еще не откристаллизовалась наша как бы гостевая карта.
очень разнообразные, разнобойные абсолютно люди. Как от больших серьезных винных эстетов, винных критиков, очень состоятельных людей, ты иногда физически можешь видеть, это вот было в первый день открытия, когда, грубо говоря, 2, 7 и 15 миллиардов не связанными друг с другом сидят в одно время в одном месте. Ну, там люди с состоянием. Вот. Мы можем назвать 2, 7 и 15? Не. Хорошо. Я это очень округленно сказал. Я, скажем, даже соседние цифры, чтобы не было никаких ассоциаций. Вот. Не в большую сторону. Вот. И, тем не менее, тут же рядом может сидеть человек, приехавший вместе с одной из трагических каких-нибудь страниц русской истории, который работал в большой компании, которую разгромили, и который просто работал в компании и вынужден был уехать, потому что всех закрывали, и который вообще привык к совершенно другой еде. Он говорит, почему мне таких порций 3 надо? А что это за соус? Из настурции? Это то, что у меня бабушка выращивает. А посолить его можно? А можно рыбу доделать? Ну, вот это вот все. Ну, то есть рядом сидит модная китаянка в кроссовках Гуччи и фотографирует. А рядом стартапер из Одессы, которому вчера позвонил Цукерберг, и он продал ему свою приложуху. И это первый мишленовский ресторан, который у него в жизни. Первый мишленовский ресторан. И при этом он высказывает мне, что, знаете, осьминог был, конечно, немножко пережарен. Я говорю, учтем. Такой стиль повара, ничего мы не учтем. На русском языке претензии к еде не принимаются. Ко времени – да, к сервису – да, к четкости заказа – да, к еде на русском языке претензии не принимаются. Обычно хозяева ресторанов, чтобы персонал не воровал, находятся прямо в ресторане круглосуточно. Вы тоже? Ну нет, в Англии это не так нужно. Хотя у одного из наших коллег была проблема, что шефы воровали. Нет, здесь все-таки... Но вы часто там? Часто, но не с лупой по сусекам. Вот этот винный магазин. Что вы здесь продаете? Вино, да. Вино. Виски. Да, весь алкоголь, да. Вот все. Все, абсолютно. Скажите, пожалуйста. 9 тысяч наименований того, что можно пить, нет, в наличии находится сейчас. 9 тысяч. 9 тысяч. Месяц назад было 10 тысяч. Все-таки было очень активно. Почти 1000 позиций вымылось. Несмотря на то, что в день до 1500 приходят позиции. Иногда. Там в понедельник. 3 палеты, когда 5 приходит. Вчера было там 500 отправок у нас. 500. То есть это предприятие, наверное, перестало быть малым. Самое дорогое вино или виски, я не знаю, сколько стоит в вашем магазине? Но сейчас у нас второй выпуск Macallan Lalique стоит 145 тысяч. Где-то есть еще какая-то поцарапанная бутылка дешевле, но та продастся, и наша продастся после. 145 тысяч фунтов, одна бутылка виски Macallan. Не продавать дешевле. И находятся люди, которые покупают. Вы знаете, у нас так и хочется сказать, и находятся дураки, которые за такие деньги. Если бы они были дураками, у них не было бы никогда таких денег. Правильно. У нас за все 8 лет было аллокации, то есть от самого Макаллана разрешение на 3 бутылки, мы продали 52. Самое дорогое наименование за всю историю вашего магазина какое было? Наверное, 3 подписанные первые Screaming Eagle, Double Magnum, подписанные виноделом, они 250 тысяч стоили. 220 тысяч стоил коньяк, там 3,5 литра 1801 года.
250 тысяч стоил набор Dalmor Constellation, проданный одному украинцу за 3 недели до победы Майдана. Не знаю, какая его судьба. Виски не украинцы. Украинцы мы знаем, какая судьба. Неплохая. Вы... Да. Ну вот, да, то, что мы продадим в следующий год или два бутылку или набор стоимостью в 7 цифр, я не сомневаюсь, можем просто поспорить. О прибыли ресторана мы поговорили, а прибыль магазина. Здесь все очень хорошо. АРР не стыдный с 2016 года. Возврат на инвестиции. Мы можем назвать цифру, ну вот Нет. до ковидную? Давайте, ковид не сильно... Ковид провалил нам 3 или 4 месяца. Но зато потом... Тарифная война Трампа подрезала американских покупателей, полная изоляция, ковидная изоляция подрезала китайских, но оно не то чтобы... По количеству транзакций, я думаю, мы выровняемся по прошлому году. По деньгам, понятно, провалились, но давайте я вам... Как мы только сделаем 100, я скажу. 100? Да, миллионов в год. В год. Красиво. Цифра красивая. Мне очень нравится. Сделаем 100, я скажу. И сколько метров здесь? 780. 780 метров в состоянии сделать 100 миллионов в год. Еще мы не знаем, в состоянии или нет. Но 90 наверняка да. И даже этого мы не знаем. Так. Вы сами выпить любите? Очень. Вообще просто... Вы не спились тут еще, скажите честно, в этом великолепии. Вы знаете, я занимаюсь спортом и иногда устраиваю какие-то себе недели, а иногда и месяцы без алкоголя и активно занимаюсь спортом. Но пьете каждый день? В декабре точно, да, а с сентября по конец ноября вообще не пил. Что вы любите выпить? Старую бургундию, старое шампанское. Старое иногда. Это какое? Вчера Бруно Паяр NPU 2003 розовый поделились с девочками. И... 1005 за бутылку, больше? Нет, что вы, 600 фунтов. Вот. 600 фунтов? Да. И Шамбертан Бушар 73-го Бургундия. Бутылка была, ее отказались покупать, потому что там была проваленная пробка, она полупроваленная была. И был риск, что ее никто никогда не купит, потому что она не транспортабельная. И она была 240 вместо 800, а вино просто абсолютно сказка, просто вот сказка. Украинские вина конкурентоспособны или нет? На данный момент в каком-то недорогом сегменте, наверное, да. Всего, грубо говоря, 3 реформы, которые нужно сделать в Украине, и через 10 лет это будет абсолютно просто... Ну, Украина появится на винной карте достаточно ярко. 3 реформы, и Украина может производить да, вина, как Франция. Абсолютно. Вы серьезно говорите? Абсолютно серьезно. А что это за 3 реформы? Солнце есть, жирнейший чернозем есть, руки и таланты не отсохли, есть. Да. Вот. Все вводные уже есть. Что это за 3 реформы? Земля должна продаваться как пирожки. Раз. Абсолютно никакой колхоз не должен лезть и указывать, что там делать. То есть земля — это абсолютный товар. Все, что вывозится из Украины, будь то там орехи или алкоголь, как сейчас, не должно быть никаких ни вывозных пошлин, ни дополнительных сертификатов. А все, что вывозится, не нужно никак никому нигде не сертифицировать. И никаких вывозных пошлин, ничего, никаких лицензий. А это не лицензируемая деятельность. Почему в Украине опт алкоголя — это лицензируемая деятельность? Что за глупость? Так. Вот, то есть вот этой части не должно быть. И третье, любой
иностранец должен иметь возможность приехать на работу в любую секунду. То есть, если нужен энолог на время, он просто садится в самолет, прилетает в Одессу, идет 2-3 недели, любое количество недель работает, ему платят, он отгружает часть налогов, улетел к себе назад. Вот так. Все То просто, есть, на самом все деле. абсолютно просто. От кого зависит воплощение этих 3 реформ? От правительства, это же парламентско-президентская республика, вот от парламента и президента. Вы до сих Воли пор... нет, воли нет. Я смотрю, годы уходят, мои годы уходят, в моей стране родной, в России годы уходят. Ни воли нет, ни силы нет. Мир, он как воля и представление. Вот у меня есть представление, а у них нет ни воли, ни представления, к сожалению. У властей ни у наших, ни у ваших. Ну вот так получилось, что вот в вашей стране управляют, сейчас я не могу утверждать, но в целом так, достаточно власть воровская, а у нас бандитская. Вот, к сожалению, это факт. И про нынешнее там, президента и окружение реально, у меня таких фактов нет, но то, что абсолютный факт, то, что не двигаются реформы, и даже та реформа земельная, которая выглядела как очень правильная, отложена. Может быть, она отложена правильно, потому что каких-то правильных больших цифр не будет. Когда мы сидели недавно с Навальным, обсуждали, как мы будем природное российское достояние «Газпром» продавать по частям и «Роснефть», все тоже согласились, что это потребует несколько лет на подготовку, и очень правильные должны быть и банкиры, и все должно быть причесано, чтобы бюджет получил максимальную цену. Наверное, в этом есть какая-то логика, но сейчас всех провакцинируют, через 3 месяца мы посмотрим, как это все движется дальше. От продавать Роснефть и «Газпром» перейдем к моему следующему вопросу. Вы до сих пор в международном розыске? С 2011 года нет. Либо Сняли. мне об этом неизвестно. Да, 9 лет назад. Вы ездите по всему миру совершенно спокойно? Не по всему миру, там, где вот очень же звали меня армяне, очень звали. Я как-то почувствовал, что не нужно ехать, и правильно. В Россию вы не въездной? Въездной, в любую секунду могу приехать. Просто не хочется? Пока нет. Странно, почему? Я пока люблю свою родину на безопасном расстоянии. Не хочется, в конце концов. Но принять могут? Могут. Я же... сейчас же такие законы, что я уже наговорил лет, я не знаю, насколько там... то есть призыв отдать там, Крым Украине там, типа 5 лет, там, а не согласиться с результатами Второй мировой войны 1,5 года и так далее. 6,5 уже. Да, но если так все посчитать, там реально жизни не хватит. По России вы ностальгируете? Россия вам снится? Конечно, да, конечно. Снится? И снится тоже. Что снится? Детство. Как у любого человека с нормальной психикой, вместе сказали. С условно-досрочно нормальной психикой. Ваши слова. Вы сказали, я вернусь на родину в гробу или когда в гробу будет Путин. Да, прекрасно, подписываюсь. Так, давайте расшифруем. Если потомки не захотят исполнить мою волю и похоронить меня на прекрасном побережье Средиземного моря, то вернусь на Новодевичье кладбище к бабушке. Бабушка на Новодевичьем? Да. Ух ты. Дедушка генерал был. Первый генерал авиации. Смотрите, вы из такой приличной семьи происходите. Да. А пошел барыга, спекулянт. Как выглядите? Что это? Живете пиджак, не пиджак. Да. Ваш коллега даже не идентифицировал моего Грега Лорана как пиджак. А вторая часть вашей фразы. Или когда в гробу будет Путин. Вы представляете Путина в гробу? Никто не вечен под луной. Даже Путин? Даже Путин. Вы это серьезно? Абсолютно. Может быть, мы сейчас с вами говорим, а он уже мертв. Есть такая точная наука вероятность. И она
работает и против вас, и против меня, но особенно она работает сейчас против Путина, потому что он просто старше. Если Путина не будет, вы допускаете, что может быть человек, который будет еще хуже Путина? На какое-то время, да. У Путина чувство баланса есть. Какой бы он ни был злодей, он не идиот, и он это все мог... Вот как коробка закрывается, вот одна листочек сюда, сюда, сюда и сюда. Ну, знаете, как Да, коробка закрывается? Вот так на страхе держится все его окружение. А так как личностей вокруг него, как мне видится, немного, потому что он их аннулировал, удалил и не выбирал новых, потому что просто боится, что кто-то молодой рьяно его скинет, то если даже придут силовики, у них нет чувства баланса. Ну вот мы видели в расследовании Навального, какое там чувство баланса. Ужас. Маленький мозг, большая челюсть, как T-Rex. Вот, поэтому ни у кого вот эту коробку удержать не получится. Это может привести к очень трагическим последствиям и стрельбе, но народ даже, который там Крым наш и прочее, не очень готов. Во-первых, страшно устал, во-вторых, не очень готов к кому-то еще. Никакого еще скалозуба, все медали в орденах с танчиками, самолетиками, когда, простите меня, в сортире на лету дерьмо замерзает, до сих пор сколько там, 9 миллионов или 6 миллионов семей не имеет теплого туалета. Школ сколько не имеет? Школ сколько закрыли, фельдшерских пунктов, аптек. Сейчас превалирующее право у детей силовиков при поступлении в вузы, новый закон. Дети росгвардейцев, да. То есть сценарий тот же самый, что Венесуэла, что Беларусь, что будет 10%, которые обслуживают 0,1%, имеют право на насилие, вооружены, могут уходить на пенсию в 40 лет, получать большие зарплаты, а самое главное, могут абсолютно ни перед кем не неся ответственность бить, ломать, пытать, пугать и проявлять самое худшее, что в них есть. Это период отрицательной селекции. Затянувшийся период. Да, затянувшийся период. Когда вы занимались бизнесом в России, у вас охраны много было? Много. На пике было, самое неприятное, человек 8 было на семью. Вооруженных? Вооруженных, конечно. Вам это нравилось? В Англии. Абсолютно нет. Мне было комфортно, что там с детьми, с семьей из дома ничего не будет. Как-то было спокойно. Сейчас охрана у вас есть? Нет. Вы не беспокоитесь, что вам могут прислать... Охрана дома есть. Вы не беспокоитесь, что вам могут прислать Петрова с Башировым? Есть такое... Или отдельно Петрова, отдельно Баширова? Есть, все прекрасно понимают, что какая-то вероятность существует. Вы знаете, я готовился к интервью несколько дней назад и думаю, я обязательно спрошу, кто, по вашему мнению, отравил Навального. И тут бац, и расследование. Здесь можно даже... Здесь все понятно. Гениальное расследование, да? Абсолютно. Фантастика. Очень круто сделано. Вот когда вы слушали или читали, я не знаю, вы слушали Навального или читали это? Слушал. Слушали. Какие у вас чувства были? Оно было бы серьезнее, если бы он хотя бы в этот момент перестал бы глумиться. Вот. Во всяком, кому-то серьезнее бы заходило. Но в целом нечем крыть. Вот они 15 часов уже молчат. Они придумают, там, мне пишут какие-то боты, вы все врете. А меня это не убедило. Опа. Вот это все там. Несуществующие Иваны и кто там еще там. Лилии, которые пишут. Вот. Не суть. Он задвинул так, что хрен вынешь теперь.
Все понятно. И абсолютно. что будет? А как с гуся вода, правда? Ничего, да. Но, опять-таки, для западных лидеров и для прочего вот это молчание никакого нет. Ну, то есть все... Градус сомнений у всех изменился. У моего папы, который очень с подозрением все-таки смотрел на все, Он что здесь? связано с Навальным. Он здесь? Нет, он в Москве. По-разному смотрели. Кому-то не нравится язык Навального. Он считает, что он слишком там... Борзый. Иногда, да. Или вот эти перепалки. Нет, в перепалки какие-то мелкие вступают и так далее. Кто-то очень боится, кому-то не нравится, что даже в расследовании фотографии Потанина и Усманова, а не близких путинских друзей. Все-таки Потанин и Усманов сделали деньги до Путина. И Потанин точно своими мозгами... Моя мама дружила с Потаниным. Угу. Ну, то есть они в моем детстве вместе там куда-то ездили, путешествовали. Вот. И есть там подозрение, что вот будет Навальный, нас всех разграбят. Хуже большевиков. И вот у всех у этих людей с таким сомнением или с таким градус изменился после этого расследования. У всех. Говорит, да, но мне не нравится Навальный, но это полный пиздец. Ну, это все. Это просто вот доказано. Все. Угу. Так это еще не конец. Люди увидят... Это еще не конец. Будет еще вторая серия. Я не знал этого. Да, будет еще веселее. Наша программа выйдет, когда она уже будет. Да, ну... Но мы анонсируем. Хорошо. А скажите, пожалуйста, за отравлением Навального стоит лично Путин, на ваш взгляд? Абсолютно точно. Он не, вот не нет может. Вариантов, давайте. Нет никаких иных вариантов. Никаких, потому что по поводу Навального с 2013 года Путину звонит Меркель. Зачем? Ну, тогда его когда посадили и так далее, там было это самое. То есть, Меркель реально вытаскивает одного за другим из лап российского правосудия. Если бы не Меркель, Путин был бы гораздо более вредноносен. Из-за того, что с Меркель у них особые отношения. Потому что если она психанет, то не останется никого больше в Европе, кроме там, Орбанов, каких-то вот этих вот ребят. То есть она понимает, что Россия... На Германию нет. Психанет? На Германию нет. На Германию не все равно. Ну, вы представляете, сколько будет, какой доход будет вот этого Северного потока? Это прокаиновая игла просто в тело Европы. Достроит его? Конечно, достроит. Уверена. Газ, конечно, достроит, газ будет поступать, и выручка будет. Мы не знаем, может быть и долго. Я думаю, что долго. А все вот эти вот, что там, мы отказываемся от нефти, от газа, все это будет не нужно, все чушь собачья. И нефть будет нужна, и газ будет нужен, и все это будет нужно, и все эти путинисты об этом четко, прекрасно знают. Ну, провалится, ну, поиграют с этим самым, с шейхом, ну, хорошо, через какое-то время этот, там, Абдалла по физиологическим причинам станет во главе, и он, в целом, он уже ведет себя как... Да, он отхватил какой-то кусок рынка больше, но его же тоже нужно окашивать. Вот, поэтому нефть, газ, вот это все будет абсолютно все востребовано. На все природные ресурсы, которых в России несметное количество, спрос в ближайшее время он будет только расти, цены будут только расти, потенциально еще триллионы выручки они абсолютно точно ждут. То, что вот это сейчас провалилось из-за ковидности, это... Наверстают. Куда наверстают? Никакие ни санкции, ни хренанцы, ничего не поможет. Американцы разрабатывают российскую нефть. Давно тихо сидят, качают, нормально вот так вот дружат там, на Сахалине или еще где-то, где там первый Starbucks открылся.
где-то еще там, ну, то есть вот это вот шум и санкции это одно, а бабки другое. А вот эта вот штука работает. Вот, поэтому гроши режут сталь, резали, режут и будут резать. Вот, поэтому это все сказки. Венского леса. Да. То, что они в экономике абсолютные профаны, просто кретины. И вот из этих денег они даже не украли столько, они просто просрали, потому что они абсолютно... Могли бы вложить в экономику. Они могли бы вложить в экономику, могли бы вложить в университеты, чтобы вообще нация никогда больше не была бы бедной. Этих денег достаточно было бы, чтобы нация вообще была бы просто носителями интеллекта по всему миру и просто поменять, ну вообще просто, ну даже, ну как бы класс, поднять на класс выше вообще всю страну. Вложиться в будущее. Нет, они шортят, они мыслят коротко. Купил, продал, украл. Все. То есть вы считаете... Отобрал, продал, украл. Вы считаете еще раз, что отравление Навального – дело рук Путина? Абсолютно, конечно. Зачем Без его кивка они могли ему принести готовое решение, но он должен был кивнуть. Без его кивка ничего не будет. Зачем ему это? Навальный не конкурент. Я сейчас не защищаю Путина, я вывожу куда-то. Навальный не конкурент. У Путина завтра застревает тромб, и Навальный становится конкурентом в эту же секунду. Потому что у него единственное, у кого есть сеть, у него абсолютная узнаваемость и так далее. Все законы маркетинга работают на него. Есть законы, непреложные законы маркетинга, их 22. Вот. Одно из них узнаваемость. У него есть сеть и есть узнаваемость. Несмотря на то, что в его повестке до сих пор есть неприятные для меня какие-то левые вещи, повестка изменилась. Надеюсь, что она когда-то будет написана, и все, наконец, прочитают план реформы. И он совершенно выглядит по-другому, нежели заявления предыдущих многих лет. Ну, насчет тромба Путина, то, что вы сказали, то я думаю, что, наверное, более всего Навальный не нужен силовикам, которые рассчитывают прийти после Путина, да? А каким-то силовикам Навальный, наоборот, устроит, потому что они будут... Там же есть все-таки люди, которые хотят, наверное, гордиться страной, мундиром, а не только красть. Вы несколько лет помогаете Навальному, вы оплатили его лечение после отравления. Несколько уже, наверное, 10. 10 лет помогаете? Да. Мне кажется, еще в Life Journal в 2010 году был первый какой-то конкурс, где я переводил деньги. Сколько за эти годы вы перевели Навальному, вы считали? Своих или чужих? Да, своих. Своих не так много. Мне очень много приносят люди анонимно, которые там еще работают, либо работают между двумя этими самыми. Но лечение вы оплатили? Закидывают вот таким. Лично? Да. Много денег потратил? Около 50 тысяч. Фунтов? Фунтов, ну, тогда фунт евро был 10% разница. Ну, я не помню точно, 50 или 55, что-то такое. Навальный заявил на днях, что он вернется в Россию. Он никогда, он все время это говорил. Да, я считаю, что он вернется, хотя, наверное, я вынужден признать, что я его отговаривал от этого. Но вы считаете, что он вернется? Да. Вам не кажется, что его просто тупо убьют и все? И никто в Я мире не очень скажет ни слова? Да. Вы со мной согласны? Вероятность этого большая. Вот просто тупо убьют. Выстрелят, да. Угу. Вероятность этого, к сожалению, большая. Он это знает, все это знают. Вы его предупреждали об этом? Для этого я вообще не нужен. У него своя голова на плечах на данный момент. И он все понимает. Но вот... Но он революционер. Есть... Когда лошадь не хочет слушаться, она закусывает. Он закусил. Он закусил, ну все, мне кажется. Навальный чисто теоретически может прийти к власти в России? Да. Вот вы считаете? Да. Как идеально сказал о нем Зюганов, он как молодой Ельцин, только не пьющий. Это идеально.
Вот то поколение, которое выросло на свободе, которым сейчас кому-то 40, кому-то 50, очень хочет молодого Ельцина и не пьющего. И чтоб в троллейбусах ездил. А он живет, это парень из Марьино, он живет, и для него не зашкварно проехаться ни в лимузине бронированном, как сейчас, ни в троллейбусе. Вы с ним часто общаетесь? Да. Он нормальный парень, вот скажите, чисто по-человечески? Да. По-пацански, нормально? Да. Вменяемый? У нас у всех есть человек, находящийся под таким прессом, как он больше, чем я. Это не может бесследно пройти. Тараканы есть какие-то? Очень много было социалистов в окружении, и само все окружение, оно было достаточно левым. Это единственное, над чем весь совет мудрецов вокруг него и я пытаемся как-то на него Меня вот, повлиять. честно говоря, настораживало всегда то, что он вышел из этого русского национального движения. Вот это... Он из него вышел. В 2007-2008 Но он там был. Вышел. Вы знаете, известный рэпер Луперкаль тоже там был. Кто не идеалист в молодости, у того нет души, кто не прагматик в средних годах, у того нет мозгов. Вот. Это, есть некий идеализм, и это все же зависит от среды, в которой ты был. Хорошо. Уважаемый мной Егор Летов дважды в жизни менял политические ориентиры. И второй раз это был абсолютно... Первый раз это был абсолютно стокгольмский синдром, под влиянием давления принудительной медицины, психотропных средств, алкоголя и наркотиков. Вот. Но случился стокгольмский синдром. С людьми разные случаются под... Метаморфозы. Да, разные метаморфозы. То, что сейчас происходит с мировоззрением Алексея, я считаю, это движение в абсолютно правильную сторону, в сторону свободного рынка, в сторону свободы. Это движение в сторону свободы. Знаете, по многим показателям. Как мне комфортно. Покойный Жванецкий сказал: не важно, кто кем был, важно, кто кем стал. Иисус, он тоже евреем был, а кем стал? Да. Хорошо. Меня еще смущает Навальным, чтобы закрыть эту тему уже, то, что он не признал Крым украинским. Смотрите. Плохой момент, согласитесь. Смотрите. Любой российский политик, который даже считает, что это абсолютно безобразие, то, что Крым отобрали, если любой российский политик говорит: я Крым отдам Украине, в эту минуту он перестает быть российским политиком, потому что у него будет ноль поддержки. Вы российский политик? Я вообще не политик, я вино продаю. Я не баллотируюсь, мне не надо замуж, мне все равно, как я выгляжу. Я считаю, что абсолютно по Крыму можно договориться так, что все будут win-win game. Неважно, какой флаг. Важно, как людям живется. Когда меня спросили: ты вот в Армении, Азербайджан, конфликт, вот выскажись, пожалуйста. Я говорю: люди живут плохо, должны себя защищать в страшенной коррупции, без инфраструктуры, в полном говне. С этим флагом или с этим флагом? Полной коррупционной стране. Мне все равно, не то, что все равно, мне хочется, чтобы они перестали друг друга убивать, я не могу никакую сторону принять, потому что я смотрю, исходя из того, где будет жить лучше людям. Если бы Россия несла с собой быстрое, четкое право, судебную систему, строила инфраструктуру, строила университеты, снижала бы налоги и, появляясь где-то, привносила бы полновесную цивилизацию, я был бы первым захватчиком всех земель бывшего Советского Союза. Я был бы первый за то, чтобы пришла цивилизация. Я фанат цивилизации. Мне все равно, какой флаг, по большому счету.
если человеческая жизнь, здоровье защищено, если возможности для социального лифта, если можно образовываться, какой флаг мне, честно говоря, но когда у не вас, так важно. как у бизнесмена, пытаются отобрать ваше, шерсть дыбом становится? Да, естественно. Ваше. Абсолютно. У Украины же отбирали ее. Когда отбирали у конкретных людей конкретные дома, это абсолютно военное преступление, за которое нужно судить. Скажите, Опять-таки, пожалуйста. что получили крымчане? Вместо вороватой, малохольной украинской власти 2013 года злобную, бандитскую, путинскую 2014. Воров поменяли на бандитов. Камни с неба еще даже не начали падать. Они сказали, камни с неба летят. Хотя скоро, похоже, начнут. Это, может быть, даже и не скоро, но Путин завязал такой узел, развязывать которым придется, видимо, те поколениям, которые в этом не участвовали и выросли позже, чтобы не было никаких ни перед кем уже обязательств. Вы не политик, вы продаете вино. Да. Россия Крым и Донбасс отдаст? Донбасс очень даже может быть. Во всяком случае, опять-таки, если будет Навальный, Донбасс, я думаю, что сразу переедет. А Крым нет. Смотрите, он вот представьте себе, да, вот Алексей в Крыму, Алексей в Кремле говорит, мы отдаем Крым. А его снесут через 6 недель максимум. Просто снесут. А не устала Россия от Крыма, нет? Он пришел разбазаривать наши земли. Да кто он такой? Да мы офицеры, да сейчас мы пойдем, возьмем и возьмут штурмом. Серьезно. Глубокое понимание, что Крым наша земля. Хотя в 1855-м так еще вообще не казалось. Вот ебы. У меня нет другого слова. Путин завязал узел, который очень сложно развязываем, потребуется время и усилия. То есть он быстро завязал узел, который либо нужно разрубить, но это будет либо долго затяжной еще, не знаю, конфликт или что-то с Украиной, либо будет полная потеря поддержки населения России. То есть это не решается вот так. Возможно такое, что тот же Навальный или, я не знаю, тот, кто будет в Кремле после Путина, обратится к россиянам и скажет: дорогие россияне, после Второй мировой войны в результате победы в ней к нам пришли Курилы, Сахалин, Кенигсберг, часть Финляндии. И это общество мировое. Часть Финляндии все-таки это была финская война. Да, но узаконили это как бы после победы во Второй мировой. Да, финская, конечно. И мировое сообщество это приняло, это зафиксировано во всех международных договорах. Но существует международное право. И в 1975 году в Хельсинки, мы помним это совещание, где было все еще раз повторено. И при развале Советского Союза лидеры 3 государств, образовавшихся, объявили, что все территории, которые принадлежат союзным республикам Украинской, Белорусской и РСФСР, остаются в составе. И Будапештский меморандум, когда Украина отдала 3-й по величине ядерный потенциал в мире за гарантии территориальной целостности, россиянам это можно объяснить хотя бы. И сказать, вы что, дремучие, вы что, не понимаете, что мировое право есть? Я же еще говорю, это узел, развязывать который можно либо разрубить, и это будут жертвы, либо развязывать долго. Да надо голову иметь и волю, и все будет хорошо. Объяснить можно, но я боюсь, что это годы. Плюс, опять-таки, там огромное количество людей уже туда переехали, вложили, еще прочее, и так далее. То есть это штука... если мозгов нет переезжать на чужое, пусть переедут назад. Смотрите, есть прекрасное, одно из самых моих любимых слов на немецком, это спутанные провода, которые очень сложно распутать, называется кабель-салат. Вот кабель-салат можно сжечь, разрубить, а можно распутывать по одному. Нет сомнений никаких, что при Навальном это все будет распутываться именно вручную, чтобы не было человеческих жертв никаких. Но есть сомнения, придет ли Навальный. Да, большие. Он вообще не
Не про там насилие, не про нагибание, не про вот это вот все. Никаких больше захватнических вещей абсолютно. Я от себя добавлю, я искренне считаю, нужно создать государство и систему такую, когда к тебе потянутся. Потому что такие моменты в истории России были и не раз. Охарактеризуйте, пожалуйста, Путина в 2 словах. Дзюдоист, легкий вес. Да, и все? Да, использование чужой силы, обманки, долгое плясание вокруг, обманки, потом, когда человек устал, запутался, резкая атака сверху и дальше душить. Дзюдоист легкий вес, но он же в тяжелом весе играет. Нет, в легком. Нагибая столько стран и столько мировых лидеров, вы считаете, что он в легком весе? Все равно. Если ты родился в легком весе, ты в легком весе останешься. Это как Высоцкий пел, ну если ты родился Баобабом, то будешь Баобабом 1000 лет, пока помрешь, да? Хорошо. Путин... Дзюдо дало ему, на мой взгляд, очень много, так как я 3 года занимался, я, наверное, узнаю в нем коварного, продуманного, во всяком случае, начало его пути. А дзюдо накладывает отпечаток? Абсолютно. Это формирует волю, характер, да. Способность ждать, долго ждать и не нападать. Вот уже все, уже рефери говорит, есть пассивное, слишком пассивно, давайте. Ждешь, бегаешь. И... Потом раз выпил, подножку, бам, и пон, все, поехали. Все. Путин надолго еще? По ощущениям? Может быть и да. Вы это понимаете? Да. У меня были иллюзии, они полностью ушли. С Сурковым вы до сих пор дружите? Мы приятельствовали до, наверное, в 12 году или в 13 мы последний раз встречались здесь. И, наверное, в 14 как-то созванивались и общались. С того момента нет. Вы понимаете, какую роковую роль он сыграл в новейшей истории Украины? Граница не четкая, но приблизительно понимаю. За событиями в Украине вы следите? Ну, не на ежедневной основе. Когда-то, когда недавний ваш коллега, с которым вы недавно встречались, рассматривал меня, тогда следил и внимательно читал. Я даже нашел преподавателя украинского языка. Да. Ну, то есть это, я считаю, это абсолютно правильно было бы. Вот, но сейчас очень много вещей, связанных с моим бизнесом, и я фокусируюсь. Ну, я скажу для наших телезрителей, что вас рассматривали и как руководителя «Нафтогаза Украины», да, и как министра экономики Украины. Да, но там все как-то были резко против. А что вы думаете о Владимире Зеленском? Я думаю, что он абсолютно не глупый мужик, которому досталась непривычная задача. И, наверное, он упустил время, когда можно было делать радикальные реформы. Заявление о том, что я хочу после своего президентского срока гулять по Киеву без охраны, говорит о том, что никакой борьбы с коррупцией не будет. Или бороться с коррупцией, или гулять без охраны. Да. Так не бывает. Саакашвили, вы по-прежнему... «Революция без жертв, ничтожная ложь», пел Юрий Юлианович Шевчук. Саакашвили вы по-прежнему уважаете? Я с ним давно не разговаривал, но мне не за что его презирать уж точно. Опять-таки, в какой-то момент у него была популярность и поддержка. Наверное, он сделал какие-то вещи, которые ее снизили. По-прежнему считаю, что он в руководстве любой из постсоветских стран крайне полезен.
на любой значимой позиции, я искренне считаю, что он крайне полезен. Что будет с Белоруссией и с Лукашенко? То же самое, что с Мадуро, и с этим будут 10% руководить остальными 90%. То есть Беларусь продолжит жить под руководством Лукашенко? Да. Да. Он не уйдет. Ну, а с чего, куда? Зачем? А почему? У Украины Потому что получилось, а у Беларуси нет. Другой народ. А белорусы решили, что они в своей стране не будут принимать насилие. Мы их не можем осуждать ни в коем случае за этих, но говорят, мы здесь власть. Понятие власти означает, что ты принимаешь на себя право о применении насилия. Они это не сделали, поэтому не получилось. Еще раз говорю, им и так страшно, то, что они настолько последовательно выступают за свободу, я отношусь к огромному уважению. Я считаю, что вот то, что они делают, по сути, за это к лику святых причисляли. То есть всю белорусскую нацию можно причислить к лику святых. Потому что они, по сути, за свои убеждения выступают ненасильственно против оружия. Вот. Но попробую ударить украинцу по правой щеке, вместо левой ты получишь с левой. Я недавно сказал, ноги. что если бы украинцев так избивали и пытали, все бы стреляли бы уже. Стреляли бы, с крыш бы. Да, абсолютно. Да. У меня где-то было и так, то если бы после первого избития во дворе все бы съездили бы себя аккуратно в тайничок, почистили, достали бы это, и при следующей этой самой просто в фаршмак бы их расстреляли. А белорусы терпят? Другая нация. Мы вот как разделились, где-то в 15 веке произошло разделение этносов и языков. Вот по-другому все сложилось по-другому. В Лондоне немало и бывших россиян, и бывших украинцев, миллиардеров живет. С кем из миллиардеров в Лондоне вы общаетесь? Не могу сказать. Но общаетесь. Бывает. С Ходорковским вы поддерживаете отношения? Да. Вы часто встречаетесь? Встречаемся нечасто, из-за ковидности и прочего. В целом на связи. Вам интересно с ним? Да, по многим... Да. Я не совсем согласен, но понятно, что, конечно, интересно. А скажите, пожалуйста, каково это быть миллиардером? Не знаю, не пробовал. Говорите вы. У меня никогда не было миллиарда живого. У вас не было миллиарда? Никогда. Компания когда-то столько стоила, но живых этих денег не было, то есть они не были в распоряжении. Но компания стоила? Да, стоила. И вы были единственный хозяин компании? Нет, с Тимуром вдвоем. Компания стоила, наверное, около 2. То есть у нас была оценка. Значит, миллиард. Да, он был нарисован. Он был виртуальный, но он был. Да. Раз компания столько стоила. Значит, вы можете сказать, что вы были миллиардером? Давайте спустимся на землю. Вот есть количество assets в распоряжении, и они, к сожалению, далеки от миллиарда, но мы над этим работаем. Сколько у вас денег, вы знаете сегодня? Знаем, но молчим. Уйдем от этого вопроса. Каков ваш распорядок дня? Долгий сон. Только сон приближает к увольнению в запас. Только сон приблизит нас, да. Я большой фанат долгого сна. Сколько часов в сутки вы спите? Стараюсь не меньше 8. Так, долгий сон до которого часа? Очень по-разному может случиться. Сегодня там 8:30, а запросто может быть и 10. Вообще, меня лучше утром не трогать. Чем вы занимаетесь в течение дня, как правило? За прошлую неделю у меня было 9 спортивных тренировок. Вы тренируетесь вообще каждый день, да? Было 9 за 7 дней. Удивительно. Вот. Спорт какой, давайте скажем? В основном сейчас бокс и поло. И чуть-чуть... Бокс даже? Да, и чуть-чуть йоги. Для растяжки. Вчера было поло и йога.
Хорошо, спорт, что еще? Спорт, да. Немножко продаю вино, общаюсь с коллегами, и, соответственно, то же самое только что открылось кафе и прочее, промо. От получаса до часа иногда занимают социальные сети, и опять-таки это в целом фокус на... А все остальное время считаю прибыль. У меня есть приятель, брат Славы Хаита, Женя Хаита, живущий в Одессе. Это вот прям вы его голосом и интонацией сказали. Если деньги не считать, они уходят в лес. Деньги нужно считать, это вот как... Чтобы уходили в поле. Да, бороду нужно чесать, а детей нужно целовать, а деньги считать. Вот. Поэтому, да, и этим тоже занимаемся. Житие в Англии и работа даже в небольшой компании, это все равно много юристов, каких-то налоговых консультантов, вот это вот все, оно занимает какое-то неприятное время тоже. Что доставляет радость очень богатому человеку? Я не знаю. Ну, вам я что когда доставляет буду радость? очень богатым, я скажу. То есть вы еще очень скромный вдобавок. Что вам доставляет радость? Успехи детей, игра в поло и просто созерцание моей боевой подруги Татьяны, даже если она ничего не делает. Как вы развлекаетесь? Кино, вино. И домино. Я люблю правда? Готовить. Нет, домино и любые конечные игры меня не... Да, раньше, помните, говорили кино, вино, Да. домино. Да. Я люблю готовить, я люблю ходить, есть в разные места, люблю пить, люблю смотреть. Чтобы убедиться, что там хуже, чем у вас. Либо поучиться, либо что-то утащить, Да. каким-то идей. Люблю смотреть кино. В воскресенье 3 часа провел на лошади под дождем. Наверное, чуть ли не лучший день был мой. Иногда люблю, вот весь ноябрь забавлялся на винной бирже, так как в целом наживался на чужих трагедиях, так как клубы и прочее были закрыты. Огромные какие-то лоты с шампанским продавались гораздо ниже рыночной цены, по цене, которой, наверное, никогда и не будет больше. Вот. Накупил там, не знаю, цистерну шампанского в общей сложности. Вот. Тоже очень полезно для понимания того, чем ты занимаешься, рынка, ценообразования, вот этого всего. Общение с коллегами. То есть Приятной обстановки. практически каждый день мой вопрос, что нужно еще заказать, что еще нужно, как облегчить работу, что мы как руководство еще можем сделать, чтобы процесс шел мягче, быстрее, глаже. У вас очень необычный стиль одежды. Где вы ее покупаете? Это Таня подарила, это я купил Грег Лоран, сын Ральфа Лорана, штаны Борис Бигдан, ботинки Сердечко. Гуиди. Что это? Это я купил на Андреевском спуске в магазин, там, я не помню, грузинский дизайнер, там магазин всяких дизайнерских вещей. У вас в ухе серьга. Это сын Вивьен Вествуд и Малькома Макларена, Child of Yago. Вы серьги всю жизнь носили сознательную? Нет, я 5 лет, 6. 6 лет назад Да. начали носить. Удобно с серьгой мужчине ходить? Я помню, боже, как в советское время за серьги в ушах что творили, помните? Да, я помню, у меня было очень Срывали, короткое время. У меня рейды было были. очень короткое время. У меня до сих пор остался какой-то микрошрам здесь. Ну, удобно вам с ней, с серьгой? Я уже привык, у меня был всегда хвост, который я крутил, волосы закончились, нужно было как-то компенсировать.
Теперь у вас потрясающие усы. Да, я учу. Вы их крутите, скажите? Да. Вы хотите быть похожим на Дали или на Буденного? Я хочу, чтобы другие были похожи на меня. Класс. Что вы смотрите и что читаете? После 2,5-месячного перерыва я сегодня в самолете, надеюсь, что я ее добью. «Поправку 22», прекрасная антивоенная книга. Какое кино вы любите? Смотрим. В последнее время случаются, знаете, в тоталитарный период, как ни странно, русские сериальчики, ну, кроме моментов, от которых меня трясет, где менты всегда хорошие. Вот. И портрет Путина на стене у каждого мента в кабинете. Вот, кроме вот этих вот моментов, надо сказать, что, наверное, они серьезно улучшились по качеству, но плюс все, что новое выходит. Таня любит все новое, я люблю всякую старую классику. А российские каналы федеральные вы смотрите? Знаете, как один раз металлист напился, и у него сильное похмелье, сильный абстинентный синдром. И ему другие металлисты советуют, ну поставь Iron Maiden. Он говорит, не помогает. Ну поставь Grave Digger. Ну, не помогает. Слушай, может быть, поставить «Ласковый май», он проблюется, ему полегче станет. Вот. Наверное, если мне захочется ментально проблеваться, я... Недавно было обострение в связи с 20 минутами неповиновения где-то в Ростове, где водители прогнали ментов. И я выложил кадры одного из водителей, который говорит, что пацаны, ну у нас Ростов, у нас все с арматурой, вышли пацаны с арматурой, менты испугались и уехали. А 20 минут в прайм-тайме на Первом канале меня чехвостили за то, что я разношу фейки. То есть настолько они боятся революции. Настолько истерически боятся революции, что палятся каждый раз. Они каждый раз показывают, когда и насколько они чего боятся. Дураки. Вот Идиоты, меня постоянно показывают. Дегенераты. Соловьев, этот, Скобеева, Попов. Меня постоянно показывают. Любят, значит. Когда они делают вас популярным. Так они идиоты. Ну, естественно. Они не знают непреложных законов маркетинга, которые мы с вами знаем. Конечно. Узнаваемость – это крутейшая вещь. То есть покажут вас еще 20 раз, и вы можете абсолютно цитироваться, вас будут еще больше смотреть в России и так далее. То есть они делают Я должен их поблагодарить, по большому счету, правда? Абсолютно. Мы же должны быть благодарными. Абсолютно. Ну, оскорбить их как-нибудь, чтобы они в суд подали, чтобы еще ваше имя прозвучало несколько раз. Цитирую из досье на вас. В свое время на день рождения президента Медведева вы подарили ему книгу Айн Рэнд «Атлант расправил плечи». Считаете эту книгу самым мощным произведением, написанным в 20 веке, и уверяете, что среди нескольких миллионов человек с доходом более $1 миллиона в США эта книга популярнее Библии. Ну, это факт, так? как бы. Да, действительно подарил, потому что мне очень... Насколько я понял, что мое влияние микро-минимальное, ну, каждая пылинка — это витаминка. Если ты можешь сдвинуть этот глобус хотя бы на микрон, его нужно сдвинуть на микрон. Хорошая книга. Действительно, Библия. Но она самая важная из написанных на русском языке, конечно, а по либертарианству, по условно-художественным языком. Язык тяжелый у нее. Вот. Одну мысль она тяжело доносит. Ну, не так тяжело, как Гегель, конечно, вот, но доносит тяжело, много раз разжевывая, вот, как будто вот у нее перед ней стоят классические восприятия Задорнова, тупые американцы, вот она им 50 раз разжевывая, вот как на ля начинается, на гушка кончается. Есть свобода, будут деньги, нет свободы, будет плохо. И вот это вот в 50 различных вариантах, на 50 различных примерах всем людям, вышедшим из советской парадигмы, обязательно читать.
Это же псевдоним, да? Да, Алиса Розенбаум, она из Питера. Из Питера. Да. Сколько лет ей? Она уехала в 26-м году, соответственно, сейчас было бы где-нибудь 100 с чем-то, 120. В Питере... Пить. В Питере пить. Это вторая известная женщина, ну, есть мужчина под фамилией Розенбаум, вторая известная носительница фамилии Розенбаум. Да, ну один Первая, сейчас в Думе. скажем. Уже нет. А уже нет? Давно нет. Да? Вы любите Розенбаума творчество? Раннее Как алкогольное, раннее... Я не питерец, я ментальный москвич. А ранний алкоголь... Я родился, физически появился на свет в Ленинграде. А ментально я москалык. Раннее алкогольное очень, да. Чем дальше, тем меньше. У вас 3 детей. Чем они Трое занимаются? известных мне детей. Хорошо сказали. Да, я не знаю. Вы задумались, они Я известны. вспоминаю, сколько у вас, ну, по-моему, больше. Немножко. Намного, вернее. У вас пятеро? Я уже сам запутался. Хорошо. Старший пытается найти себя в бизнесе и в поиске. Решил не учиться дальше. Как-то зарабатывать деньги. Дочь учится в школе. И вот буквально вчера я читал ее оценки, и они лучшие, мне кажется, за период всего ее обучения. Как-то взялась за ум сама ее. Собственно, никто не толкал, ей скоро 15. Другая дочь с удовольствием пошла вот только в школу. Вы детям помогаете материально? Дочери средней, да, конечно. Хотя она по нашему чудовищному и долгому разводу осталась с мамой, но тем не менее, конечно. Да, сын сказал, что он больше ничего не возьмет, что он сам по себе. Вот так. Да, что за него даже в ресторане платить не надо. Я к этому отношусь с уважением. Я вообще считаю, что мальчик должен быть немножко голоден. А развод был чудовищным? Да, конечно. Почему? Как и все здесь. Ну, как советская девочка, приехав в Лондон с состоятельным человеком, попадая к юристам, они говорят: так, смотри, ты же отдала ему всю молодость, да? Он же тебе должен закат и должен рассвет, да. Вот то, что он тебе предлагает, мы из него в 3 раза больше выжмем. Просто пиши здесь. И нам чуть-чуть. Пиши здесь, мы его прям за несколько И она лет. подписала. Да. Твое, мое и мое. И это происходит здесь. В итоге за 4 года, вот сколько я предложил на второй день расставания, вот столько минус несколько миллионов она получила. Но зато хоть юристы обогатились. А юристы обогатились по полной программе. Детям что вы оставите? Знания. Хороший пример. А деньги? Постараюсь, нет. Я постараюсь все потратить при жизни. Как интересно. То есть детям вы не оставите ничего? Знания как-то ничего. Это Знания, уже так много. Так. Удочки, умение ловить рыбу, умение чистить, умение жарить, умение продавать эту рыбу. Не боитесь, Удочки, снасти и прочее. Нет. не абсолютно. боитесь, что дети придут на вашу могилу и памятник вам сломают? Я этого не узнаю. Нет никакой жизни после смерти. Для меня человек умерший является просто 50, 80 или 100 килограммами мертвой материи. Я не про спиритизм вообще. Я сказал, памятник вам сломают, они его вам не поставят. Мне абсолютно все равно. С момента обстановки сердца мне совершенно все равно. Коронавирусом вы переболели? Да. Тяжело? В среднем. Долго неприятно, очень сонливо было.
Коронавирус когда-нибудь закончится? Да, я думаю, месяца 2-3 всех провакцинируют, когда группы риска, все пойдет на спад. Но на бизнесе вашем он сильно отразился? Очень. Отбросил просто на год. На год? Ну, ресторан точно на год. Вы считали свои потери финансовые? Нет. Не хочется расстраиваться? Пока не хочется, закончится, посчитаем. Но это десятки миллионов наверняка. Нет, это миллионы. Не десятки. Вы философски к этому относитесь? Я не философски к этому. Философски в нашем понимании это похренистически. Да. Почему-то слово философия прекрасно используется, когда людям сказать, что мне все равно. Нет, мне далеко не все равно. Это Обидно. год потери свободы всем миром. Вот, а как же вот в 1939 году вот забирали евреев, а никто не реагировал, вот их шли, расстреливали, а все нормально, это как вот они вечером там садились есть, песни пели, ничего. А как вот сказали, что никто больше никуда не летает, все находят маски, сидят дома, вот так же, как стадо. Причем тогда надо было еще прикладом в спину, а сейчас просто достаточно по телевизору выступить. Так же сказали, и все сдали свою свободу в секунду. Так же. Не нравится вам стадом быть? Абсолютно. Абсолютно никогда не... Вот чем я никогда не был, это я никогда не был частью стада, да и частью общества, к сожалению, видимо, тоже. Может быть, от этого... Что и одно и то же. Стадо и общество, да? Ну, часто? плюс-минус, нет. Ну, общество — это все-таки некая селекция позитивная. Как вы считаете, мир в ближайшее время сильно изменится? Да, но не под действием коронавируса. Из-за технологий, под влиянием технологий, скорее, не из-за коронавирусов. Это будет совершенно другой мир? Ну, все быстрее меняется. Вот, скажем, раздача интернета над всем миром, хайперлупы и использование сверхзвука не за горами, а обратно снова в пассажирских перевозках, мне кажется, вот это гораздо более приятные моменты. А то, что в любой момент можно отобрать свободу, запретить сотни профессий и против пустоты включить станок и самому распределить, куда деньги, вот это еще тысячи правительств захотят повторить. Потому что это круто. Ты превращаешь всех в тюрьму и включаешь станок. Вау! Как классно, что меня выбрали. Сейчас мы просто объясним это социальной поддержкой. Что каждая жизнь важна, сука. И напечатаем в 2 раза просто больше денег. Вот, и подумаем, кому их и за что. По справедливости. По справедливости, да. Я вам задам последний вопрос. Вы в этом новом, измененном мире не затеряетесь? Чтобы вот это перестали пить в новом измененном мире? Чтобы вот это перестали пить? Чтобы вот это перестали пить? Да. Пили, пьют и будут пить. И поэтому? Да, а мы будем быстрее, чем другие, с улыбкой и более сервисно это все продавать. Столько компаний самоограничили себя. Говорят, а мы не можем принять у вас заказы на 50 разных поставок. Вот сейчас. Не можем принять. А почему не можем? Ну не можем, у нас же ковид. Окей, а мы можем. У вас огромное количество конкурентов просто ввели нелепейшие ограничения, что они могут, что они не могут, чтобы просто нихуя не делать. Абсолютно, вот просто свою лень возвели в абсолют, потому что можно прикрыться ковидом. А мы работаем, будем работать дальше на благо. Вчера 520 отправок было. Я думаю, на следующей неделе мы зайдем за 1000 в день, мы можем переварить столько, сколько никто больше не может. Как говорил на 25-м съезде КПСС Леонид Ильич Брежнев, будем жить и работать по-ленински. Да? Вероятно, он это говорил. Я не помню. Ну, да. Пусть они и живут, и работают по-ленински, а мы будем работать, исходя из постулатов Адама Смита, Айн Рэд, Мюррея Ротбарда и Мизеса. И бутылок для этого хватит. И бутылка рому, да. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.